Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Дело мастера боится. Сегодня мы с вами будем ремонтировать пылесос фирмы Delfa, который мне дал друг, для того, чтобы я посмотрел, разобрался, что же с ним. Пылесос имеет красивый дизайн, колесики, удобная ручка, удобный стакан для сбора мусора, который легко отстегивается. Есть регулятор мощности, который не у каждого пылесоса бывает. В основном на ручке, возле трубки телескопической. Нижнее колесико. Марка пылесоса Delfa, модель DGS 700. Эта наклейка находится внизу пылесоса. Друг сказал, что этот пылесос не реагирует ни на какие движения. При подключении к сети он не работает, не дымит, не пищит, не шумит. Что же с ним случилось? Будем разбираться, посмотрим. Для начала проверим пылесос в действии. Подключим к сети напряжение путем вытаскивания шнура из направляющей. Вилка здесь евро, утолщенная. Ставим в розетку. Проверим, как он будет реагировать. Как видим, никаких шумов нет. Пылесос не реагирует ни на какие движения, включение ручек и тому подобное. Начнем разборку. Для разборки понадобится набор отверток обычных, возможно тестер электронный, который мы проверим цепь. И пока все, там уже будет видно в ходе разборки. Снимаем стакан для сбора мусора, он нам пока не пригодится. Шнур спрячем на свое место. Из чего состоит наш пылесос? Вот идет плата управления. Из нее идет два провода на регулятор мощности в виде переменного резистора. Два провода идут на кнопку питания. И посмотрим, что будет. Для начала нужно убедиться, что кнопка включения питания исправна. Для этого берем наш тестер, устанавливаем переключатель на замер сопротивления. Сейчас он у нас равен бесконечности. Единичка — это бесконечность. Подключаем щупы к выходам выключателя и смотрим на тестер. Тестер показывает, что выключатель исправен. При включенном состоянии контакты замыкаются. Значит, причина не в этом. Ищем дальше. На следующем этапе проверяем наличие напряжения в самом пылесосе. Так как у меня возникли подозрения, что касается контакта шнура питания и двух проводов, которые питают кнопку управления и плату управления.
Здесь, скорее всего, есть контактная группа, которую нужно проверить на наличие напряжения. Для этого нам нужно включить пылесос в сеть, взять тестер, выставить на тестере режим замера напряжения переменного тока. У меня 750, потому что напряжение в сети будет у нас 220-230 вольт. И щупами проведем замер напряжения на выходах провода, для того, чтобы исключить поломку контактной группы. Показывает 0. Возможно, причина в этой контактной группе. Будем разбирать дальше. Для того, чтобы снять барабан с проводом питания, нам также понадобится крестообразная отвертка. И необходимо открутить 2 шурупа сверху и 1 снизу. Будем откручивать. Выводим барабан из своих пазов. Один паз находится возле оси колеса. Второй паз находится возле мотора. Сняли. Здесь же видно пружина, с помощью которой шнур укладывается на свой барабан. И здесь, с другой стороны, контактная группа, которая передает напряжение с катушки шнура питания на провода. На следующем этапе ремонта попробуем проверить щетки питания электродвигателя. Для этого необходимо снять двигатель. Откручиваем 4 болта. Перед нами находится двигатель в кожухе, в котором создается разряжение за счет лопастей крыльчатки, которые установлены на оси двигателя. Вот и видно причину, по которой не работал наш пылесос. Провод, ведущий к двигателю, отсоединен. Вот провод. Возможно, он передавлен. При монтаже что-то было нарушено на заводе, так как мы покупали новый пылесос, и он отпал или отгорел от своего разъема, зажима, который вот остался на моторе. Теперь дело за малым. Снимем разъем и прикрепим его к проводу. Приступим. Для снятия разъема необходимо взять какой-то предмет острый, нажать на язычок и
разъем снимается. Разъем стандартной формы. Без всяких прибамбасов. Видно, что провод просто выпал. Поэтому зажмем его и продолжим сборку. Провод питания нужно немножечко очистить ножом от изоляции на пару миллиметров, для того, чтобы вставили его до упора вместе с изоляцией провода. И с помощью плоскогубц сначала фиксируем изоляцию провода, поджимаем. И посоединяем до вывода двигателя, до характерного щелчка. Все, зафиксирован провод. Приступим к сборке. Кожух двигателя с двигателем имеет характерное посадочное место квадратной формы, поэтому важно при сборке, чтобы мотор попал в это свое посадочное место. И при этом провода не перегнулись. Прикрутив крышку пылесоса, проверим, как он работает. Подключаем к сети, нажимаем кнопку питания и слушаем. Теперь можно установить фильтры и проверить пылесос в действии на ковре. Ну вот, мы закончили ремонт пылесосом Дельфа. Причина оказалась банальной. Обрыв провода питания. Если бы мы сразу побежали в сервисный центр, возможно, с нас бы сняли большие деньги, рассказали бы о том, что поломалось что-то другое серьезное.
все оказалось просто и сердито. Поэтому я советую сразу же, если что-то поломалось, не бежать в сервисный центр, а пробовать самому, разобраться, поковыряться, глянуть в интернете, как это ремонтируется. И процентов 70 все получается обычными руками. Все, что мы можем, у нас в руках. Вы были с нами на канале «Дело мастера боится». Если понравилось, ставьте свои лайки, замечания, предложения. Подписывайтесь на наш канал. Всегда рады, что вы с нами. До свидания.